Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Недавно у меня родилась новая игрушка. Это мышка-нарушка. Рост ее 14 сантиметров. Она яркая блондинка с желтой длинной косой, красивыми глазками, пушистыми ресничками и острым вздернутым носиком. Если вам понравилась моя игрушка, давайте вязать вместе. В первом видео я расскажу, какие необходимы материалы и инструменты для ее изготовления, а также покажу, как связать тело и носик. Во втором видео вы увидите, как вяжутся ручки, ножки, хвостик, ушки, а также как сделать косичку и бантик. Ну и в третьем видео мы вместе с вами сделаем сборку игрушки и сошьем все детали вместе. А также я покажу, как оформить глазки. Присоединяйтесь! Для того, чтобы связать мышку, я использую пряжу Yarn Art Elite. Это стопроцентный акрил, метраж ее 100 грамм на 300 метров. Основной цвет серый для носика и тела. Дополнительный цвет розовый для ушек, ножек, ручек и хвостика. Еще нам понадобится совсем немного желтой пряжи для косы и зеленой пряжи для бантика. При этом я использую крючок 2 мм. Еще нам необходимы будут глазки. Вот такие глазки диаметром 12 мм я приобрела в ближайшем магазине, где продается пряжа. Они с такой цветной радужкой внутри. Сзади они полые и приклеиваются к игрушке. Чтобы глазки были более привлекательные, мы с вами будем использовать накладные ресницы. Вот такой набор накладных ресниц я купила в магазине Fix Price. Цена их была 55 рублей. Из 4 ресничек нам понадобится только одна, которую мы разрежем пополам и приклеим к каждому глазику. Приклеивать будем с помощью клея Момент Кристалл. И набор инструментов: ножницы, игла, палочка для набивания наполнителем, набор английских булавок. В роли наполнителя у меня выступает синтепух. Итак, приступим. Начнем вязать тело. Возьмем пряжу серого цвета, первый ряд, 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Делаем одну воздушную петлю подъема и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Я это делаю для того, чтобы не пропустить начало каждого следующего ряда. Второй ряд, 6 прибавок. Прибавка – это 2 столбика без накида, провязанные в одну петлю предыдущего ряда. Делается это вот так. Провязываем 1 столбик без накида и в эту же петлю предыдущего ряда провязываем 2 столбик без накида. Продолжаем. Третий ряд, 12 прибавок. Четвертый ряд, 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз.
5 ряд 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Шестой ряд 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Седьмой ряд 6 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 2 ряда по 48 столбиков без накида в каждом. Десятый ряд 48 столбиков без накида за заднюю стенку петли. Каждая петля имеет 2 стенки, переднюю и заднюю. В нашем случае в 10 ряду мы вяжем только за заднюю стенку петли. Теперь вяжем 8 рядов по 48 столбиков без накида в каждом. Теперь вяжем 19 ряд, 6 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Убавка – это 2 столбика без накида, провязанные вместе как 1 петля. Вставляем крючок в первую петельку, захватываем ниточку. Вставляем крючок во вторую петельку, захватываем ниточку и провязываем все это как 1 петельку. Вот так получилась убавка. Продолжаем.
Теперь вяжем 2 ряда по 42 столбика без накида в каждом. Двадцать второй ряд, 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 2 ряда по 36 столбиков без накида в каждом. Двадцать пятый ряд, 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 2 ряда по 30 столбиков без накида в каждом. Двадцать восьмой ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 2 ряда по 24 столбика без накида в каждом. Тридцать первый ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 2 ряда по 18 столбиков без накида в каждом. Теперь пришло время набить тело наполнителем. Набиваем плотно, чтобы оно было на ощупь твердым. Вот мы набили тело наполнителем. Такое оно должно получиться. Теперь продолжаем вязание. Вяжем 34 ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 6 раз.
И последний, 35 ряд, делаем 6 убавок подряд. Все, закончили вязание, обрезаем нить, оставляя небольшой хвостик. Вытягиваем ниточку. Видим, что у нас осталось отверстие. Необходимо его стянуть. Для этого вставляем нить в иглу. Начинаем стягивать. Для этого захватываем одну петельку последнего ряда, стягиваем кольцо, захватываем вторую петельку, затягиваем ниточку, захватываем следующую петельку. И так по кругу, пока не закроется все отверстие. Вот видите, нету никакого отверстия. Теперь ниточку можно спрятать внутри игрушки. Для этого выводим ее чуть подальше. Делаем узелочек. Вводим иглу в основание узелка и выводим в другом месте между петлями. Натягиваем ниточку, чтобы узелок ушел внутрь, и прячем хвостик. Все. Обрезаем ниточку, слегка ее натянув. Теперь нам осталось вытащить нить контрастного цвета. Делаем это с помощью крючка. Вот такое тело будущей мышки-нарушки у нас получилось. Теперь займемся носиком. Для того, чтобы связать носик, берем пряжу серого цвета. Перед началом вязания обязательно оставим длинный хвостик, для того, чтобы в дальнейшем пришить носик к телу. Делаем узелочек. И набираем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Получилась цепочка из 12 воздушных петелек. Теперь соединяем концы этой цепочки друг с другом и начинаем вязать первый ряд без всяких петель подъема. Прям вставляем крючок в первую воздушную петлю и провязываем сразу первый столбик без накида. Вяжем так первый ряд. Один столбик без накида мы уже провязали. Нам осталось в этом ряду провязать еще 11 столбиков без накида. Вот мы связали первый ряд. Хвостик можно вывести наружу, первоначальный, и прокладываем нить контрастного цвета. Вяжем еще 3 ряда по 12 столбиков без накида в каждом.
Теперь вяжем 5-й ряд. 4 прибавки подряд, а затем 4 убавки подряд. Шестой ряд. 1 убавка, 1 столбик без накида, 2 прибавки, 1 столбик без накида и 3 убавки. Видите, у нас уже начинает формироваться изгиб носика. Он загибается у нас влево. Вяжем 7-й ряд. 1 убавка, 1 столбик без накида, 2 прибавки, 1 столбик без накида и 2 убавки. Все, закончили вязание. Обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Контрастную нить можно вынуть. Вот деталь у нас сложена пополам. Теперь кончик ниточки вставляем в иглу. И сейчас нам необходимо сшить вот эту часть детали. Сшиваем ее за передние стенки петель последнего ряда. То есть они будут крайние. Захватываем стеночку одной петельки, захватываем стеночку противоположной петельки. И таким образом сшиваем деталь по краям. На конце делаем узелок и вводим иглу в основание узелочка, выводим ее внутри детали. Таким образом у нас получился остренький, вздернутый носик. И набиваем деталь наполнителем. Вот такой носик у нас с вами получился. В итоге мы с вами связали тело и носик будущей мышки-нарушки. Вот так примерно будет выглядеть наша игрушка. На этом сегодня все. А в следующем видео я покажу, как связать все остальные детали. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!